Привет, друзья! Сегодня я немного отклонюсь от поисков оригинала и расскажу несколько мистических историй из жизни. Меня на создание этого видео вдохновил рассказ Лагли о 3 сыщиках, и теперь пришло время рассказать мои истории. Самый первый случай произошел со мной в 15 году. Я помню, что мы праздновали день рождения моего старшего брата, и поэтому я запомнил дату. Это случилось 5 августа где-то вечером. Мы с братом Максом только вернулись с прогулки и стояли возле дома. Вот как он, кстати, выглядит, но мы стояли с другой стороны. Мы что-то обсуждаем, я смотрю на небо и говорю: «Макс, смотри, куб падает». Он такой: «В натуре». Ну и этот куб упал в лес. У Максима телефона с собой не было, а у меня не было вообще. Мы не задокументировали это явление, но я его опишу. Куб был темно-коричневым, может темно-зеленым. Зеленым он казался потому, что отсвечивал солнце. И главное, на одной из его сторон была точка. Она была красной. Изображение, которое вы сейчас видите, не является правдой. Это моя дача, но куб сделан в фотошопе, чтобы показать вам, как он выглядел. Только непонятно, что это было, и видели ли они нас. Если да, то будет ли что-то с нами? Следующий случай случился недавно, и я успел все заснять, даже на канал выложил. Это встреча с полочником. Тогда было где-то 2 часа ночи. Я просто увидел гуманоида, идущего по двору, и снял его. Качество ужасное, и разглядеть его почти нельзя. Последний случай интереснее предыдущего. В общем, я люблю ночью смотреть в окно, многие догадаются зачем. Я любил смотреть на многоэтажки и на двор. Да и во дворе каждую ночь видел странную белую жертву размером с 2-этажный дом. Оно не двигалось, но днем на этом месте я ничего не находил. Только огромный фонарь, подходящий по размерам. Да, только когда подошел ночью убедиться в этом, вижу, как на эту белую хрень светит тот самый фонарь. Через некоторое время я перестал подходить к окну ночью, но в последние дни там уже ничего не стоит. Я думал, что опять не снял это, как и в первой истории. Но на написании позапрошлого предложения я остановился и проверил свой телефон. И нашел фото, где это нечто стоит возле фонаря. Конечно, возможно, это вот это дерево, но почему здесь оно белое, а тут нет? Я не думаю, что это из-за того, что от снега фото светлее, ведь теперь ночью этого уже нет. Загадка.